Но женщина больше всего боится не бедности и не маленького дома. Она больше всего боится остаться одной. И та причина, почему многие из вас сегодня до сих пор не богатые, это ваша женщина боится, что когда вы станете богатым, вы от нее уйдете к другой, которая помоложе, покрасивее, с длиннейшими ногами. И она не дает вам этой энергии. И у нее есть по этому поводу истории, которые она может вам не рассказать, но, может быть, и расскажет, что вот этот вот так поступил, а этот поступил вот так, а этот поступил вот так. И никакие твои слова, мужчина, о том, что я тебя не брошу, не произведут должного эффекта. Она все равно будет этого бояться. Что делать? Понять, я тоже серьезно, понять, что когда женщина боится, что ты ее бросишь, это значит, что у женщины нет доступа к своей сексуальной энергии. Это пункт номер 2, о котором мы говорили. Я вам сейчас буду просто объяснять, где мы закрываем ваши денежные потоки. И это значит, что вы должны помочь своей жене открыть свою сексуальность. И она сама уйдет к другому. Это твой страх. Так они и жили на первом этапе. Она не развивала свою сексуальность, он не развивал ее в страхе, что она уйдет. Она не развивала его в страхе, что он уйдет. И так они дожили до 68 лет. Да, и у них выросли внуки, и они сказали, а что, хорошо прожили. Смотрите, в таких отношениях, это называется отношения зависимости, в таких отношениях есть очень много хорошего. Они постоянно вместе, он постоянно звонит ей и спрашивает, ты где? Она рассказывает ему, как прошел день. Он рассказывает все подробности с работы. Они вместе обсуждают, что покушать на ужин. Там очень много внутреннего контакта. Это так мама с ребенком общается. Я понятно? И они так могут жить до 60, 80, 90 лет. А не покушать ли нам супчика? Да, пошли. Разговоры о еде, разговоры, куда поедем отдохнуть. Поехали вот сюда, обсуждение этого разговора, обсуждение поездки, подготовка к поездке, складывание чемодана. Там очень много в паре будет действий, совместных действий. И они часто ходят за ручку. Ничего плохого. Даже может быть и весело, но немножко безденежно. Здесь часто безденежно. На втором этапе они все-таки впустили сексуальность в свою жизнь. У них начинается итальянская семья. Начинаются скандалы и конфликты. Это второй этап, это естественно. У нее слишком много эстрогенов, у него слишком много тестостерона. Это разные гормоны, люди друг друга не сильно понимают, но их притягивает друг к другу, поэтому скандалов много. То есть поскандалили, посидели в другой комнате, пришли и еще поговорили. А еще я тебе. И после скандалов хороший секс очень часто. И на этом тоже может застревать пара. И вы такие тоже знаете. У этой пары будут то взлеты, то падения финансовые. То он ее ненавидит, то она его, с ним ругается, то у них все хорошо, так замечательно, потом снова плохо. Эта пара застряла на втором этапе. Если пара застревает на третьем этапе, то он живет своей жизнью, она живет своей жизнью. Все друг друга уважают, не мешают друг другу жить, встречаются за завтраком или за обедом,
вместе проводят отпуск, и в отпуске очень хорошо общаются друг с другом, так всего интересного. Каждый привносит в жизнь другого что-то новое. Но могут прямо вот жить каждый в отдельности. И здесь тоже могут застрять, здесь тоже может пара застрять, и тогда они живут как соседи. Или четвертый этап, когда он папа, она ребенок, здесь тоже можно застрять. Сюда дойти и отсюда не выйти. И вначале она такая была молодая, веселая, озорная, вместе учились в университете. Она была прямо такая вау, вау, вау. Прямо реальную пару вспомнила. Она была такая, она его так вдохновляла. Она была такая самая красивая девушка в этом городе, а это портовый город. И он отбивал ее, ему там ноги ломали, спину ломали, там бурные были отношения, и у него очень бурная пошла карьера, и потом он уехал за границу и работает сейчас в Германии. И я была у этой пары лет 10 назад в гостях. Уже были налицо, что они застряли в 4-м этапе. Он работает, она сидит дома, дети выросли, она там чем-то увлекается. Но когда я их увидела через 10 лет, я поняла, что это были цветочки 10 лет назад. Она реально в регрессе. То есть она девочка, она не знает, что сколько стоит. Он все покупает. Она готовит какую-то полезную еду, живет какими-то своими мечтами. Он ее папствует. То есть есть папа и дочка. И вы можете посмотреть, что люди на этих этапах тоже застревают. Не только я вам рассказала, сами вспоминайте. Пара не может застревать. Вы первый, второй, третий, четвертый этап, снова первый, второй, третий, четвертый. То есть это все время происходит движение. Это эволюция, по которой развивается компания. Это эволюция, по которой развиваются семейные отношения. Это эволюция, по которой развивается жизненный цикл продукта. Это эволюция, по которой двигаются деньги в системе. И вот на первом этапе, давайте, какие деньги? Деньги на первом этапе играют в игру, которая называется «Догони меня». И чтобы сыграть в эту игру, чтобы получить деньги, нужно одно. Нужно, чтобы появилась идея, в которую влюбится мужчина и которую поддержит женщина. И тогда эта идея начинает приносить деньги. В бизнесе вы это понимаете? Шеф заразился идеей, она ему мурчит, он в ней видит перспективу, и если он не заразил своих подчиненных, своих коллег этой идеей, она не будет жизнеспособна, она умрет. Я понятно объясняю? Да или нет? Да. Но если шеф не заразился идеей, сотрудники ему подкидывают, и он говорит, давайте сделаем. Если нету лидера в этой идее, идея гора родит мышь, то все усилия принесут копейки. На первом этапе нереально важно влияние обеих полов. На первом этапе самое важное лидерство – это мужское. Мужчина, который загорелся какой-то идеей. И я объясняла вам в начале, каким образом он начинает быть этим самым сперматозоидом, который бегает и ищет ту идею, которая его возбудит очень сильно. Для этого у женщины должна появиться любовь к себе. Не буду повторять, теперь выводы можете делать. Если эта идея появилась у мужчины, эта идея должна быть им выдана женщине так, чтобы она сказала туда настоящее «да», чтобы она туда захотела, чтобы это стало ее желанием.